Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить слойки с миндальным кремом, который называется франжипан. Рецепт я позаимствовала у шеф-кондитера Александра Селезнева. Он готовил галет де руа, французский пирог волхвов. А я готовлю маленькие пироги-слойки. Ссылку на его рецепт оставлю в описании под видео, и она же появится в подсказке вверху экрана. У меня 4 листа готового слоеного бездрожжевого теста. Общий вес теста 900 грамм. Его я до конца не размораживала. Раскатываю в прямоугольники толщиной примерно 5-7 мм. Делю каждый лист на 3 части, шириной примерно 12 сантиметров. Перекладываю заготовки на доску и убираю в холодильник на 20-30 минут, чтобы тесто отдохнуло. С 2 оставшимися листами процедуру повторяю. Готовлю миндальный крем франжипан. Все продукты в рецепте комнатной температуры. В миске 130 грамм размягченного сливочного масла. Жирность масла 82%. Добавляю 130 грамм сахарной пудры. Чтобы избавиться от комочков, пудру просеиваю. Перемешиваю лопаткой до однородной кремообразной массы. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 130 грамм миндальной муки и перемешиваю до однородности. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Вот такая масса получилась. Добавляю цедру 1 лимона по вкусу и снова перемешиваю. Добавляю 2 яйца категории СО. Вес яиц 112 грамм. Яйца сначала перемешиваю вилкой, чтобы белок и желток соединились. Лопаткой перемешиваю до объединения всех ингредиентов. И взбиваю венчиком до получения гладкой однородной массы. Через сито добавляю 65 грамм пшеничной муки и перемешиваю венчиком. Александр Селезнев добавляет в крем ореховое пралине. Я решила обойтись без него. Венчиком мне мешать тяжело. Перемешиваю крем лопаткой. Вот такой крем у меня получился. Перекладываю крем в кондитерский мешок. Если хотите, можете использовать насадку. Верх мешка скрепляю прищепкой. Наношу крем на заготовки, отступая от края, чтобы потом скрепить края слоек. На 2 заготовки наношу крем в 2 слоя. На остальные кладу 1 слой крема. Холодной водой смазываю края теста. Можете воспользоваться кисточкой. Я это делаю пальцем. Накрываю заготовки 2 слоем теста. При необходимости тесто слегка растягиваю и скрепляю края, придавливая пальцем. –
тупым концом шпажки делаю узорный край. И еще раз придавливаю пальцем, чтобы при выпечке края не раскрылись. Острой стороной шпажки рисую узор на поверхности теста. С остальными заготовками процедуру повторяю. У меня получилось 6 пирогов-слоек. Переложила слойки на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Одно яйцо перемешиваю вилкой, чтобы белок и желток соединились, и смазываю слойки. Выпекать слойки нужно в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз, примерно 30-35 минут, до золотистости. Время выпечки зависит от вашей духовки и размера слоек. Чтобы верх слоек был блестящим, смажу их сахарным сиропом. В сотейнике с толстым дном 100 грамм воды. Добавляю 100 грамм сахара и готовлю на среднем огне до растворения сахара. Перемешиваю, чтобы сахар не пригорел. После того, как сироп закипел, снижаю огонь до минимального и готовлю примерно 3 минуты, постоянно помешивая, пока на дне сотейника не появится полоса от лопатки. Мои слойки выпекались 30 минут. Горячие слойки смазываю горячим сиропом и даю сиропу застыть. Переложила слойки на поднос. Сироп уже не липнет. Вот такие слойки у меня получились. Все-таки пирогами галет де Руа я их назвать не могу. Я плохой кондитер. Это один пирог-слойка с миндальным кремом франжипан. Слойки получились вкусными. Они не очень сладкие, несмотря на глазирование сахарным сиропом. Рецепт простой. Спасибо за него Александру. Готовятся эти слойки недолго благодаря готовому тесту. И если у меня с моими кривыми руками они получились, то и у вас они тоже получатся. Вот так выглядит слойка внутри. Мои мужчины съели эти слойки быстро. Сын очень любит выпечку с любыми орехами. И миндальный крем ему очень понравился. Вкус миндаля и запах лимона в креме отлично чувствуются. Из-за крема слойки сытные и, конечно же, вкусные. Рекомендую вам приготовить такие пироги-слойки, они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока.